Вы не поверите, но одно вещество из горной смолы официально попало в научные обзоры как натуральный стимулятор тестостерона и восстановления. Да, это не легенда. В клинических исследованиях у мужчин после 3 месяцев приема уровень тестостерона действительно рос. И это не все. Мумиё помогало быстрее восстанавливаться после нагрузок, снижало воспаление и даже улучшало показатели холестерина. Но вот в чем проблема. Огромное количество мумиё на рынке – подделка. В нем находят тяжелые металлы, микотоксины и песок. Поэтому сегодня только доказанные эффекты у взрослых, реальные рабочие дозировки и, главное, как выбрать безопасное мумиё и не навредить себе. Смотрите до конца, в финале я покажу признаки, по которым можно отличить настоящее очищенное мумиё от опасного сырца. Это критично. И чтобы не потерять это видео и помочь ему попасть тем, кто ищет факты, а не сказки, поставьте лайк прямо сейчас. Поехали. Что такое мумиё? Это не смола из экскрементов птиц или летучих мышей, как часто пишут. Это органоминеральный концентрат, который формируется тысячелетиями в расщелинах скал из растительного материала и минералов. Пахнет землей, выглядит как густой черный бальзам. Содержит больше сотни веществ, но главные активы – фульвовые кислоты. Они работают как транспорт для минералов и антиоксидантов, а еще помогают клеткам использовать энергию. Но в мумиё важно не одно вещество, а их сочетание. Это не монокомпонент, а целый биохимический ансамбль. Теперь доказанные эффекты. Мы собрали 8 направлений, где мумиё реально показало результаты у взрослых в клинических исследованиях. Начнем с самого интересного. Первое. Мужской тестостерон и фертильность. Это не байка. В испытаниях у мужчин 45-55 лет прием 250 мг мумиё в день 3 месяца повышал уровень тестостерона, а в группе плацебо, наоборот, снижался. В другом исследовании при дозе 100 мг дважды в день увеличилось число сперматозоидов и их подвижность. То есть да, влияние на гормональный фон подтверждено. Напишите в комментариях, слышали ли вы раньше про этот эффект. Интересно, кто узнал об этом впервые. Второе. Энергия и концентрация. Здесь эффект мягкий, но заметный. Люди, принимавшие по 200 мг дважды в день, отмечали повышение бодрости, ясности ума и устойчивость внимания, без кофеиновых скачков и упадков. Это не стимулятор, а скорее стабилизатор, помогает не выгореть днем. Если вы часто чувствуете усталость без причины, мумиё может быть одной из мягких опций поддержки. Кстати, если хотите, чтобы я снял отдельный выпуск про природные адаптогены без кофеина, напишите «да» в комментариях. Третье. Физическая сила и выносливость. В эксперименте с 16 спортсменами мумиё по 250 мг дважды в день 8 недель повышало показатели силы и переносимость нагрузок. Ученые обнаружили, что при этом активируются гены, отвечающие за энергетический обмен. Так что да, это не эффект плацебо. Если тренируетесь регулярно, мумиё может помочь восстанавливаться быстрее. Четвертое. Липидный профиль крови. У взрослых с повышенным холестерином прием очищенного мумиё по 2000 мг в день 1,5 месяца снижал общий и плохой холестерин, а хороший повышал, без побочных эффектов. Важно, это не альтернатива статинам, а дополнительная поддержка обмена жиров. Но эффект задокументирован. Пятое. Иммунная система и защита от вирусов. Есть данные, прием мумиё у ВИЧ-положительных людей повышал количество Т-лимфоцитов CD4, которые защищают организм от инфекций. А в лабораторных тестах мумиё подавляло вирус герпеса. Ученые объясняют это антиоксидантной активностью и балансировкой иммунного ответа. Не стимуляция, а именно настройка. Если хотите, чтобы я разобрал, какие еще добавки реально влияют на иммунитет, дайте знать в комментариях. Это поможет выбрать тему следующего выпуска. Шестое. ЖКТ, гастрит и микрофлора. Здесь эффект ощутимый. В исследовании пациенты с гастритом и язвой принимали 100 мг мумиё дважды в день, растворяя в теплой воде за полчаса до еды. Через месяц меньше боли, тошноты, нормализовалась кислотность. Есть и данные о снижении воспаления при колите и поддержке микрофлоры кишечника. То есть мумиё помогает не только сверху, но и внутри системы. Седьмое. Воспаление и тромбы. В исследовании у пациентов с тромбофлебитом 10-дневный курс по 300 мг в день уменьшал боль, отек и снижал температуру кожи. Воспаление реально спадало.
Время свертывания крови увеличилось примерно на треть. Это может снижать риск тромбов. Но, внимание, это не замена лекарствам. Если у вас есть заболевание вен, любые добавки только по согласованию с врачом. 8. Восстановление костей и тканей. Самое масштабное наблюдение – больше 2500 пациентов с переломами. При приеме 200 мг мумиё в день кости срастались быстрее, снижалась боль, уходили отеки, улучшался сон и аппетит. То есть регенерация шла активнее. Это логично. Мумиё улучшает обмен кальция и фосфора и стимулирует выработку коллагена. Промежуточный итог. Из всех проверенных направлений мумиё действительно работает на энергию и концентрацию, физическую выносливость, гормональную поддержку у мужчин, улучшение липидного профиля, регенерацию тканей и помощь ЖКТ. Это не универсальное лекарство, но функциональный природный адаптоген с подтвержденным действием. Теперь про безопасность. Главное правило – только очищенное мумиё. То, что продают из пещеры, натуральное, может содержать тяжелые металлы и микотоксины. В клинических дозах от 100 до 400 мг в день серьезных побочных эффектов не было. Иногда легкая тошнота, если пить натощак. Беременным и кормящим не рекомендуется, данных мало. А если вы принимаете антикоагулянты или гормональные препараты, сначала к врачу. Как принимать? Для взрослых 200 мг утром и 200 вечером, натощак или за полчаса до еды. Минимальный курс – месяц, оптимально 3, потом перерыв. Выбирайте капсулы или таблетки с пометкой «Очищенное мумиё». Проверяйте наличие сертификата. Если досмотрели до этого момента, значит вы реально интересуетесь фактами, а не обещаниями. Напишите в комментариях, какой эффект мумиё удивил вас больше всего. Энергия, тестостерон или восстановление. Интересно, какой результат чаще вызывает доверие. И, как обещал в начале, как отличить безопасное мумиё от опасного. Безопасное имеет ровный черный цвет, без резкого запаха, не содержит песка и примесей, растворяется в теплой воде без осадка. Настоящее очищенное мумиё всегда фасуется промышленно и имеет анализ на тяжелые металлы. Если видите надпись «Сырец. Ручной сбор», проходите мимо. Так что, если коротко, мумиё – это не мифическая горная кровь, а биологически активный комплекс, который при правильной дозировке может реально поддержать организм взрослого человека. Если видео было полезным, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить разборы других добавок с доказанной эффективностью. Если вы уже пробовали очищенное мумиё, напишите в комментариях, какой эффект заметили и какую форму брали. Очень интересно собрать реальный опыт зрителей. Берегите себя, ешьте и здоровейте!